Сегодня приглашаем к путешествию по Швеции, в ходе которого покажем два небольших, но уютных городка со славной историей. Мы продолжаем двигаться из Осло в Стокгольм. В первой серии мы познакомились с Осло, а во второй полюбовались природой Норвегии и доехали до границы со Швецией. Посмотрите эти серии, если пропустили. Пересекаем таможенную границу по зеленому коридору, и первое, что нам попадается в Швеции, это еда. Так называется шведская коммуна, расположенная у границы. А еще о съестном напоминает супермаркет, куда норвежцы приезжают за относительно более дешевыми шведскими продуктами. Обращаем внимание, что дорожные знаки в Швеции несколько отличаются от других европейских стран. В Швеции знаки на желтом фоне. Все, а не только... Да, не только знаки, связанные с ремонтом дороги, а большинство знаков именно на желтом фоне. Хотя есть интересные знаки в цветах флага Швеции или Украины. На следующем перекрестке дорог в местечке Шарлоттенберг деревянная фигура солдата, установленная в память о Второй мировой войне. Едем по дороге с номером 61 и рассматриваем не только шведские дорожные знаки в желто-голубых тонах, но и то, как здесь предупреждают водителей о приближении разделительной полосы дороги. Кстати, в населенных пунктах мы не раз замечали, как форма дороги или ее обочины используются для управления скоростным режимом. Попробуем обратить ваше внимание на это, когда подъедем к населенному пункту. А пока посмотрите, как организованы левые повороты на трассе. Особый дорожный знак на скандинавских дорогах предупреждает о возможном появлении лосей. О том, что здесь когда-то был ледник, напоминают скалы по обочинам дороги. А вот эти белые таблеточки здесь слева, а потом справа, это, наверное, упакованное скошенное сено. Информация на придорожных щитах, например, о том, что здесь находится водоохранная зона, дублируется на английском. До города Арвика 15 километров, и дорога проходит вдоль еще одного озера. В Швеции тоже бывает ремонт дороги. Посмотрите, как это выглядит. И здесь даже видно, как под дополнительную полосу дороги вырубают еще участок скалы, а полученные камни используют, чтобы насыпать еще одну полосу дороги на другой стороне. А вот здесь справа от дороги целое поле солнечных батарей. Въезжаем в Арвику. Город Арвика находится на берегу залива Чурквикен, близ ледникового озера Главсфьорден, которое когда-то было фьордом доисторического пресноводного Анцилового озера. А озеро Главсфьорден называется так, потому что это единственный внутренний фьорд в Швеции. О том, что такое фьорды и как они образуются, рассказано в нашем фильме об Ослофьорде. Арвика изображена еще на древней карте, называющейся «Карта Марина», созданной в XVI веке Олафом Магнусом, который также написал историю северных народов, небывало подробную для своего времени книгу. Рассматриваем дома вдоль нашего маршрута. После двух поворотов нам попадается интересный дом с наклонной стеной в виде террасы. Ух ты, смотрите, какой дом террасный. Если после поворота на очередную улицу попадается знак парковки, то имеет смысл возле него притормозить, чтобы успеть прочитать, каковы условия парковки. Но чтобы суметь прочитать, имеет смысл перед поездкой познакомиться с языками стран, которые вы планируете посещать. Кстати, во время этой поездки мы стали обращать особенное внимание на организацию парковок, как ночных, так и дневных. Если эта тема представляет для вас интерес, напишите в комментариях, и мы подготовим специальный фильм о парковках. Паркуемся на этой улице.
а впереди видим причудливую форму тротуара, и это весьма характерно для Швеции. На площади скульптура, изображающая Фогельманнен – птица-человека. Этот культ был распространен здесь еще с бронзового века, потому что шаманы носили наряд в виде птичьего. Идем вверх от центральной площади по улице, называющейся Торгатан, то есть буквально улица площади. Но нам не случайно хочется назвать эту улицу торговой, потому что слово «торг» переводится и как площадь, и как рынок. На этой улице скульптура мужчины с велосипедом. Это местная знаменитость Элис. Элис Эриксон был столяром, но знаменит как автор многочисленных анекдотов. Однажды вечер Элис едет на велосипеде, когда его останавливает полиция. Элис, у тебя нет заднего фонаря. Странно, раньше был. Сейчас там его нет. Значит, кто-то открутил и украл задний фонарь. Нет отверстия под винт к заднему фонарю. Неужели его тоже украли? За углом еще одна необычная скульптура. Нам показалось, что она изображает ребенка, стоящего на коленях. Церковь Троицы была построена на холме в 1911 году. Внутри есть орган. На берегу озера есть еще церковь Святого Михаила, построенная в 17 веке. Отъезжаем от места стоянки и движемся по улицам городка вверх. И этот рельеф подчеркивает, что Арвика находится на склоне возле озера. До 19 века Арвика оставалась маленьким поселением. Судьбу ее решил круто изменить в 1811 году кронпринц Карл Юхан. О нем мы подробно рассказали в фильме об Осло. Карл Юхан дал поселению статус города и переименовал его в Оскарштадт в честь своего сына Оскара, будущего короля Швеции Оскара I. Но сразу сделать город королевским не получилось, и в 1821 году название Арвика вернулось. Проезжаем возле мурала, который мы уже видели во время прогулки по городу, и на противоположном здании не менее впечатляющий мурал. Оба эти произведения были созданы в ходе фестиваля Artscape 2018 года. Они представлены на карте Street Art Cities. И у Арвики, как и у каждого города-участника, есть своя карта. В 1837 году был построен канал Сефле между озерами Главсфьорд и Венер. Арвика стала крупным внутренним портом. Очередным толчком для развития Арвики послужила построенная в 1871 году железная дорога, соединившая Осло и Стокгольм. Мы рассказывали о ней в нашем фильме о Норвегии. Поворачиваем на север и движемся по улице, одна сторона которой больше похожа на парк. Обратите внимание, как выглядит тротуар перед пешеходным переходом. Водители, посторонитесь! Здесь преимущественно жилые дома, но все разные. Выезжаем из Арвики в направлении Карлстада. До него 71 километр. Здесь тоже много красивых участков со скалами и высокими елями по обочинам дороги. Сейчас мы едем из Арвики в Карлстад по автомобильной трассе. А в середине 19 века более надежным путем между этими городами был водный, через озера и каналы. Через некоторое время справа от дороги видим очередное озеро. Продолжаем рассматривать тщательную дорожную разметку и дорожные знаки. А в некоторых местах даже появляются массивные блоки, установленные для разделения встречных полос дороги. На подъезде к Карлстаду попадаем на трассу Е18, по которой быстрее всего добраться из Осло в Стокгольм. Но почти сразу сворачиваем с нее, чтобы взглянуть на город. Карлстад расположен в устье реки Клар-Эльве, впадающей в озеро Венер, крупнейшее по площади озеро Европейского Союза. Мы как раз пересекаем эту реку по мосту. Далее едем вдоль железной дороги.
и по вагонам видим, какими природными богатствами славится Швеция. Проезжаем станцию Карлстад. В 1584 году поселению статус города даровал герцог Карл, позже король Швеции Карл IX. И за это ему в городе поставили памятник. Как и многие другие старые города, Карлстад пострадал от нескольких крупных пожаров. После пожара 1865 года в городе сохранилось лишь 7 домов из 240. В том числе уцелел кафедральный собор. А построен этот собор был еще в 1730 году в стиле барокко. После пожара Карлстад был перестроен по новому плану с широкими улицами, засаженными деревьями. Выезжаем на главную площадь Карлстада, где расположена ратуша. Перед ратушей установлена статуя «Женщина, ломающая меч» в память о том, что в 1905 году в Карлстаде был подписан договор о разрыве унии между Норвегией и Швецией. Здание церкви Тингвалла построено в стиле национального романтизма в 1877 году. Церковь является экуменической, то есть протестантской, но независимой от государственной лютеранской церкви Швеции. Подъезжаем еще к одному мосту. Справа виднеется самый знаменитый мост Карлстада. Каменный мост был построен в 1797 году и является самым длинным каменным мостом в Швеции, по сей день используемым для перевозок. Кстати, мост, по которому мы едем, перекинут через другой рукав реки Клар-Эльвен. Так что центр Карлстада, по которому мы проехали, расположен на острове. А почти сразу за мостом видим небольшое озеро. Ну а дальше все как обычно, в любом современном городе. Заправки, развязки, магистрали и площадки на выезде из города, где собраны торговые и развлекательные центры. Если посмотреть на карту, Карлстад расположен рядом с огромным озером. Это Венер, крупнейшее озеро Европейского Союза. Его площадь вдвое больше площади Люксембурга. И мы делаем остановку на нашем пути из Осло в Стокгольм, чтобы осмотреть это озеро и переночевать. И вы тоже сможете увидеть это озеро в следующей части нашего рассказа об этом путешествии. Чтобы не пропустить ее, подписывайтесь на канал «Автозакордон зимой и летом». Делитесь ссылками с вашими друзьями, которые пока еще не побывали в Швеции. И пишите комментарии о том, почему вы поставили лайк нашему фильму. До встречи на экране ваших компьютеров и смартфонов.